Судьба и карма. Личный опыт и законы мироздания. Когда меня спрашивают, почему я отношусь с таким доверием к науке нумерологии и кармическим законам Вселенной, я сразу вспоминаю личный опыт. Именно события моей собственной жизни убедили меня в том, что все эти законы работают. Но если бы я не изучала много лет нумерологию, космоэнергетику, законы кармических процессов, не занималась бы духовными практиками, то так бы и не увидела целостную картинку того, что на самом деле со мной произошло. Мне удалось освободиться от гнетущих мою сущность и энергию якорей. С помощью точных знаний я смогла сфокусироваться на своих сильных качествах, и результат удивил. Нет, даже не удивил, а потряс. Пространство вокруг меня трансформировалось. Впечатление было примерно такое же, как будто из хаотичных звуков внезапно родилась прекрасная музыка. События, которые происходили со мной, удивляли меня на ранних этапах, а благодаря нумерологии и знаниям о карме я четко увидела взаимосвязи. Теперь я хочу, чтобы вы тоже взглянули на цепочку собственных жизненных событий, вооружившись знаниями, чтобы вы имели возможность помочь себе и близким, чтобы вы меняли свою реальность, добавив к старым, знакомым истинам новые, чтобы вы могли расширить сознание, углубить процесс позитивной трансформации. Приведу несколько примеров из собственной жизни. В детстве и ранней юности я была очень наивной. Родные говорили мне: «Ты слишком доверчивая, так нельзя». Но спустя много лет я поняла, что это качество, наоборот, помогает в жизни. Ведь когда человек верит в лучшее, в итоге он его и получает. В виде встреч или событий, в виде положительных результатов своих мыслей и выбора. Всегда убеждаюсь, по вере каждому воздастся. Пока я получала уроки на своем пути, я поняла, все, что с нами происходит, помогает нам расти над собой. Мы обретаем определенные качества, нарабатываем их и улучшаем. Мы развиваемся, а энергия этого развития необходима человеческой душе. Человек из воплощения в воплощение становится мощнее, ведь наполняется его капсула развития, весь накопленный опыт сохраняется и переходит в следующее воплощение. Там он получает то, что накопил в прошлом своими поступками и решениями, и даже мыслями. Многие люди работают всю жизнь и не могут стать мастерами, а кому-то достаточно 2-3 лет, чтобы достичь высоких профессиональных результатов. Это значит, что в прошлом воплощении он нарабатывал эти навыки. Получается, что человек приходит в жизнь за тем, чтобы наращивать темп своего развития, подниматься по частоте вибраций и потом переходить на другие, более высокие планы, приближающие нас к Богу-человеку. Сейчас наступила эпоха Водолея. Пришло время, когда понятие кармы постепенно стирается. Человек нарабатывает карму и сразу получает реакцию законов Вселенной. Не через 100 лет или в следующих воплощениях, а в текущей жизни. События стремительно ускоряются, а с ними и время. Реализация мыслей работает мгновенно. И поэтому очень важно следить за ними, управлять ими осознанно, потому что мысли создают ментальную реальность. Ведь помимо физического тела человека есть и другие тела. Ментальное тело в ментальном мире. Там человек создает мысли, которые потом реализуются в мире физическом. За свою жизнь я поняла, что все время, и в успешные дни, и месяцы, и в дни неудач и разочарований, я нарабатывала определенные качества. Они пригождались мне раньше и помогают до сих пор. Например, сейчас я руководитель школы нумерологии. Я внимательно изучила все ее виды: классическую, тибетскую, кармическую и ведическую. Наставничество стало моим осознанным выбором проявления себя, моим предназначением. Сейчас я анализирую свой путь и убеждаюсь в этом. Когда я начала изучать нумерологию, выяснилось, что дух управления заложен в моей дате рождения. Мне лишь необходимо его оттачивать, чтобы результат приносил ощутимый полезный след в том мире, где я воплотилась. Например, чтобы я как управленец и собственник поддерживала и создавала новые рабочие места. Ведь очень важно умело организовывать процессы, чтобы люди спокойно работали и обеспечивали себя и близких всем необходимым. Я поняла, что этот навык — часть моего предназначения. Я всю жизнь интересовалась эзотерикой. Книги Оша, Вадима Зеланда, Анатолия Некрасова, Валерия Синельникова, Лиз Бурба и многих других стали для меня проводниками ценнейших знаний. Я ныряла в них с головой и чувствовала себя комфортно в своей среде. Повышалась моя вибрация и менялось состояние. Я испытывала радость, позитив, веру в то, что Вселенная меня любит, что чудеса случаются только с теми, кто в них верит. Все мои мечты тогда, 20 лет назад, казались почти нереальными, но постепенно сбывались. Я часто видела знаки, и внутри росла уверенность, что меня ведут свыше.
Отправляя любой запрос, я все время получала в ответ помощь в виде людей-проводников или ситуаций, которые они помогали мне разрешить. То есть мы все проводники друг для друга. Все события в жизни происходят именно через людей. Не через воздух, камни, воду, звезды, а через людей. Коммуникация имеет огромное значение. Теперь я уверена в этом стопроцентно. Важно удерживать свое высокочастотное состояние, потому что благодаря ему человек попадает в другой мир. Высокочастотные вибрации рождаются любовью, радостью, игрой, удовлетворением, счастьем. Они привлекают события, энергетически заряженные схожим образом. Что такое высокочастотные события? Это радостные, добрые, веселые, позитивные ситуации. И, конечно же, люди. Те, кто неизменно эти события создает и сопровождает. Поэтому высокочастотное состояние — важнейшая составляющая. Это тоже важно осознать, прежде чем мы с вами начнем разговор об арканах и тайнах нумерологии. 2 года я собиралась написать эту книгу, в которой буду беседовать с вами о кармических уроках и задачах, о том, что заложено в нашей дате рождения и что от нас требуется. С этой информацией человек спокойно анализирует и принимает свою задачу, а потом легко идет по пути развития души, получив своего рода навигатор по жизни. В моей собственной жизни было много примеров, когда люди не принимали свое предназначение и кармические задачи, и в результате на их жизненном пути возникало много кризисов. Поэтому могу свободно здесь поделиться примерами историй, связанных с личной жизнью. Самостоятельность, которую я прочувствовала и проявила в детстве, и в юности помогла мне не бояться рисковать. Первый мой брак сложился непросто, несмотря на внешнее благополучие. Все в моей жизни вроде бы складывалось прекрасно. Муж не пил, не обижал, только просил не работать. Дни тянулись медленно и бесцельно. Когда я читала книги и пыталась чем-то заняться, когда заговаривала о желании работать, муж раздражался, и у меня возникло осознание, что в жизни образовалось какое-то болото. Я поняла, что могу дать миру и людям гораздо больше, и во мне закипело несогласие. Мне не хотелось прожить чужую жизнь, противоречащую моим способностям и мечтам. Совершенно естественно созрел спасительный выбор. Решение развестись стало, на мой взгляд, самым сильным, и я прервала отношения с первым мужем, несмотря на то, что у нас были общий ребенок и дом. Я все оставила и уехала одна с ребенком, чтобы развиваться. Если бы этого не случилось, не представляю, как сложилась бы сейчас моя судьба. С ним я могла бы попасть в беду. Его жизнь с новой женой после нашего развода подверглась испытаниям. Продажа дома, скитания по квартирам, безденежье и много других неприятностей. Очень важно вовремя услышать внутренний голос. У нас пока не было речи конкретно о нумерологии и об арканах, поэтому поясню вкратце. Каждый аркан, соответствующий вам, согласно нумерологии, может проявляться как в плюсе, так и в минусе. Условно говоря, иметь как положительные, так и отрицательные черты. И минус, кармические черты характера, это то, что мешает проявляться нашей кармической задаче. Возможно, пока это не очень понятно. Не переживайте. Дальше мы все это разъясним более подробно. Тем внимательнее я стала относиться к собственным задачам. Например, по 9-му аркану мне необходимо делиться своими исследованиями и опытом. Это и написание книг, и духовный рост, и увлеченность эзотерикой. Эти кармические задачи я и выполняю. При этом одна часть задач не строится на заработке, а другая помогает создавать рабочие места. Я много отдаю, но и получаю взамен все, что мне нужно. Вселенная всегда помогает и предлагает бонусы человеку, если он понимает и выполняет свои задачи. Он получает все необходимое. Я не раз благодарила судьбу и себя за смелые и решительные поступки. Когда передо мной открывались какие-то сложности, но я при этом была готова к решительным действиям, рядом со мной оказывались кармические люди, которые помогали решить проблему тем или иным способом. Так что хочу еще раз заметить, что все люди, встречающиеся на нашем пути, это наши проводники, несущие позитивные события, либо проверки судьбы. Они заранее отмечены в нашей программе. Причины и следствия. Теперь давайте проанализируем, почему так важно знать о своих ключевых, сильных сторонах, разбираться в кармических проявлениях, знать, как грамотно отработать их, чтобы вы сами и ваши дети могли достичь уровня и качества жизни, о котором человечество чаще мечтает, чем им пользуется. Когда человек изучает причины и следствия в своей жизни, ему легче принимать выбор и справляться с событиями, которые этот выбор притягивает. Посмотрите, сколько понятий связано с кармой. Кармические события, кармические черты, кармические болезни, отработки, последствия, узлы, кармические повторы, долги, обстоятельства. Если не разбираться в этом, если относиться к жизни с позиции «хочу вот это и еще вон то», не понимая причин и следствий, такая погоня за личным счастьем может обернуться тяжелыми последствиями в следующей жизни. Поэтому важно стремиться к постижению знаний, работать над собственным сознанием.
Чем глубже человек осваивает новые понятия, тем больше у него шансов быстрее сделать свое сознание космическим, совершенным. Ранее я приводила в пример бывшего мужа. Как сложилась бы его жизнь, если бы он знал и задумался о своем кармическом предназначении, любви и заботе о детях? Чужого ребенка он не принял. Своего видит только пару раз в месяц, хотя и очень любит. В итоге в матрице моего сына посеяны семена для проработки кармических узлов, препятствий и некоторых нуждающихся в коррекции черт характера. Действия и виды энергии, которые человек проигнорировал в прошлой жизни, приходится искупать уже в своем настоящем воплощении. Мы проживаем потери, сетуем на судьбу, и негативные события обычно абстрактно. Экая неприятность со мной случилась. Но на самом деле за всем стоят закономерности. Потери любимых, крах карьеры, болезни, непонимание в семье и многие другие напасти являются ничем иным, как кармическими отработками, которые мы подкрепили в этой жизни негативным проявлением характера. Но прежде чем они проявятся, нам даются шансы, проверки, предупреждения. Существует такое понятие, как родовая карма. Она делится на положительную, когда человек нарабатывает какие-то способности, таланты, и отрицательную, в которой людей наказывают однотипно. Скажем, примером положительной кармы можно назвать династию талантливых врачей-хирургов, где в каждом новом поколении способности лишь приумножаются. Отрицательная карма — это, к примеру, несколько поколений матерей-одиночек в одной и той же семье. В обоих случаях душам следует стремиться к Богу и добиваться совершенства, только путь будет совершенно разный. Негативная родовая карма перестает существовать, когда люди перестают совершать одинаковые ошибки. Что это за процесс? Как он устроен? Можно ли им управлять? Во-первых, нужно понять различие между судьбой и кармой. Судьба — это, скажем так, менее протяженное по времени явление, и ее легче корректировать, чем последствия неправильных действий в рамках кармы. Например, человеку даны от природы творческие способности. Он хорошо рисует и хорошо поет. То есть его судьба будет, скорее всего, благоприятна, если он выберет какую-то деятельность, связанную с рисованием или пением. Он выбирает одну из этих областей, становится дизайнером, и в итоге счастлив и он сам, и те, кто находится рядом с ним. Человек поступил в соответствии со своей судьбой. Но бывает так, что мы поддаемся уговорам родных о том, что художество и песенки — это не профессия. Нужно выбирать то, что тебя прокормит, и талантливый человек становится, скажем, экономистом. Или юристом, или продавцом. И становится несчастным, потому что пошел вразрез со своей судьбой. Но ни тот, ни другой вариант, ни художественная карьера, ни выбор пути юриста или продавца не потащится за этим человеком в его последующие воплощения, в отличие от кармических ошибок, с которыми мы будем сталкиваться снова и снова, пока не вырулим на правильный путь. Человек приходит для того, чтобы нарабатывать энергию развития в капсуле души. Эта энергия накапливается и остается в человеке в виде опыта. Он умело применяет в жизненных ситуациях свои наработанные навыки. Чем больше личность развивается и движется вперед, тем сильнее ее душа, и тем больше бонусов от Вселенной мы получаем в виде положительных событий, прописанных в программе нашего развития по дате рождения. Если мы деградируем, не развиваемся, то получаем негативные события. И это для того, чтобы начать меняться к лучшему, для нашего же блага. Если человек понимает, чего требует от него его личная программа развития, то он с легкостью движется вперед, выходит из позиции жертвы и сам управляет своей судьбой. Человека олицетворяет его выбор. Когда мы наблюдаем за вопиющим неравенством в мире, совершенно резонно рождается вопрос: каждый ли человек способен прийти к успеху, финансовой самореализации и независимости? Каждый ли способен создать гармоничные отношения и жить счастливо? Ну, посудите сами. Если поливать и обрабатывать сад настолько часто и обильно, как этому саду требуется, владелец получит обильный урожай. А удовольствие, которое он испытает в процессе ухода и сбора, несоизмеримо с объемами любых урожаев. Также обстоят дела и с развитием. Каждый человек, который постоянно питает знаниями свой ум, который живет правильно и осознанно, имеет все шансы прийти к успеху, который прописан в программе развития каждого. Каждый имеет земную возможность расти в гармоничных и счастливых отношениях. Знание — это рай, невежество — ад. Здесь даже не нужны аллегории, настолько это истинно очевидно. Периодически в нашей жизни случаются события, которые приносят нам боль и неприятности. Большинство считает это явление нормой. Есть даже известная поговорка: «Жизнь — это зебра с черными и белыми полосами». Как сделать так, чтобы черные полосы не встречались и тем более не повторялись?
Негативные события и болезни не случаются ни с того ни с сего и не возникают внезапно, хотя часто нам кажется, что это именно так. Им предшествуют маленькие звоночки в виде разнообразных проверок и событий. Все прописано в программе развития человека. Однако только он волен выбирать, какие проявлять черты характера и, соответственно, какие события получать, позитивные или негативные. Если он делает неверный выбор, его поле разрушается, запускается карма и происходят негативные последствия. Я уже говорила ранее, что пришла эпоха Водолея. Сейчас процесс запускается мгновенно, и ответную реакцию человек получает практически сразу, в этом же воплощении. За каждое действие придется отвечать. Стоит стремиться выполнять свои кармические задачи, получать бонусы от Вселенной и жить без страданий. А что значит «жить без страданий»? Когда вы знаете, почему с вами происходит то или иное событие, вы перестаете задаваться вопросом «за что?». Вы выходите из позиции жертвы, принимаете ситуацию осознанно и начинаете думать над ее исправлением. Осознание — это жизнь без страданий. Как только вы начинаете стремиться проработать назревшие кармические узлы, сложные ситуации разрешаются, вам поступают удачные предложения, в жизни происходят счастливые события. Одним словом, жизнь разворачивается на 180 градусов к Солнцу. Кармический узел — это как раз та проверка, та горячая точка, которую может подбросить нам карма. Если мы совершаем неверные поступки, или если подобные поступки были накоплены нами в прошлой жизни, если проявляем свои минусовые черты характера, начинаются проверки кармы, мы сталкиваемся с узлами, которые нужно распутать. У каждого человека есть кармические узлы, которые следует отрабатывать, и проявление при этой отработке кармических черт характера усугубит ситуацию. Например, для третьего аркана кармической чертой при отработке кармических узлов будет излишний материализм, зацикленность на внешности, брак по расчету и другие. И если человек неправильно проходит проверку, он получает еще более сложное негативное событие, а далее следуют болезни. Но все же без ошибок не обойтись, и они, как ни крути, влияют на наше настоящее. Что с этим делать? К сожалению, большинство ошибок тянутся из прошлого, поэтому ценно выявить их и проследить, в чем причина. Почему раз за разом жизнь сталкивает вас с какой-то неприятной ситуацией? Если удалось выяснить причину, можно изменить траекторию и избежать неудачного сценария. Это серьезная мотивация для работы над собой, тем более, что причина практически всегда в нас. Мы с учениками в моей школе нумерологии подробно изучаем и черты характера, которые приводят к негативным ситуациям, и способы проверок, которые устраивает нам жизнь, и способы выхода из них. Даже такая жизненная ситуация, как брак, не происходит просто так, хотя большинство обывателей считают, что это они сами выбирают себе мужа и жену, чтобы обрести счастье, и чтобы лучше жилось на этом свете. Но спутников человеку посылают прежде всего для определенной работы души. Да-да, именно посылают, потому что здесь речь тоже идет о кармических событиях. Бывает так, что отношения начинаются легко и приятно, но со временем в них вплетаются резкие, бесцеремонные кармические проявления партнеров. Упреки, ревность, манипуляции, абьюз. Иногда, к счастью, не так уж часто, отношения заканчиваются тяжелыми испытаниями, покушениями, распрями, тяжелыми ссорами, например, из-за денег, тюремным заключением. Ранее говорилось, что согласно карме, происходящее с нами имеет причиной наши предыдущие поступки в этой жизни или в прошлой. Но и тут не все так просто. Скажем, вы на кого-то накричали, и на вас накричали в ответ. Или случилось что-то другое. Например, вы кого-то обидели, и через час у вас сломалась машина. Но это не просто реакция кармы. Высшие силы этими событиями пытаются заставить нас задуматься о своих поступках, сделать выводы и изменить свои взгляды. На примере брака можно увидеть, что иногда человек страдает в супружеских отношениях, находясь в тесной связке с другим человеком. Зачем? Может быть, чтобы что-то понять? В самом тяжелом случае из отрицательной системы, кармической ловушки, можно не выбраться никогда. Для этого достаточно повторять одни и те же ошибки, эгоистичные или жестокие. Одним словом, если наша душа совершенствуется, нам становится легче жить. Если же мы не хотим учиться на своих ошибках, ситуация будет усугубляться. Возможные варианты исхода событий, подсказки к действию можно и нужно просчитывать. Но, к сожалению, лишь время от времени мы задумываемся о временных отрезках своей жизни. Оглянулись, юность прошла. Но за каждый поступок и даже мысль придется отвечать, так как Бог не наверху, а в нас. В нашем энергетическом теле живет частичка Бога-Творца. В нем же все записывается, и эта память сохраняется в нашей душе из воплощения в воплощение. Так иногда человек подсознательно боится воды, другой — высоты,
Третий — скрежета металла. Они помнят связанные с этими явлениями события, даже если они произошли не в этой жизни. Мы не скроемся от себя. Жить в любви и достатке, приносить пользу человечеству — естественное стремление души. В любом возрасте люди имеют право на духовные достижения и лучшие из благ, которые им может предложить жизнь. И добиться этого, исправить кармические ошибки станет легче, если использовать данные нумерологии. Использовать информацию, зашифрованную в вашем имени, в вашей дате рождения. Нумерологический анализ характера расставляет всех людей по своим местам. Он показывает предназначение каждого человека и его личный, ни на кого не похожий путь достижений. Никто не рождается для бесконечной борьбы и страданий, несмотря на то, что испытаний и уроков получает достаточно. Страдание может возникнуть из незнания собственного потенциала. Перспективы отображены и в вашем имени, как и в любом другом. Иногда спрашивают: а если оказалось, что имя у меня неудачное, может быть, стоит его поменять? Не обязательно. Просто правильно поймите его и заставьте работать на себя. Делать это я тоже учу на своих курсах. Нелегко соответствовать всем предъявленным кармой требованиям. Случается, что они расходятся с вашими желаниями и приводят к неприятным событиям. Но постепенно эти же события подтолкнут вас к свершению того, что вам предначертано выполнить. Вы получите полную удовлетворенность от того, что предназначение станет реальностью в вашей жизни. Давайте перейдем непосредственно к тем инструментам, которые помогут вам это сделать.